Я... Секунду, я запаниковал прям люто. У меня что-то типа панической атаки, походу, я не знаю. Я запустил микрофон, я себя нормально не слышал, я сделал потише звук, но в итоге я все еще себя нормально не слышал, из-за чего я в истерике просто пытался хоть что-то сделать. Лиюш, давай мне купим нового пассита же. Так вот, здорово, ребят, здорово, Жата. Привет, Ганс, привет, Кекс, привет, Носачек, спасибо вам огромное, что пришли. Я наконец-таки снова могу заниматься любимым делом. И хочу. Боже, наконец-таки. Металгир. Как я хочу его допройти, боже мой, вы не представляете. Что ты ржёшь? Как я хочу его допройти. О нет, я понял, что она ржёт. Сволочь, ну поменяй ты уже аву. Так, надо бы убрать Пепе и сделать захват. Привет, Варк. Лея, объясни мне одну вещь. Почему у меня убран захват Металгира и стоит захват Крита в ОБС? В любом случае. Ладно. Захват остался. Мы продолжаем. Мы остановились на том, что мы победили Снайпер Вульф. И меня совсем убило все. ИРЛ. Так, тут нужен 7 уровень, у нас 6 есть карточка. Я в Снайпер Вульф. Замечательный персонаж, люблю ее очень сильно. Жаль, мертва. Так вот. А сегодня, опа. 6 карточка требуется. Я аж чуть не матернулся от испуга. Да, как вы могли заметить, микрофон немножко другой, потому что мой поел кала. И у меня кабель совсем уже все того. А что делать? А как? Как мину разминировать, скажите мне, пожалуйста. Это так не работает. Это тоже так не работает. Где Зипам? А как? А, может быть, по ним пострелять можно? Давайте сейчас это... Где... Я забыл, как играть. Сейчас, у меня же есть снайперская винтовка, которая от первого лица. Никита Клеймор. Вот PSG. Нет, это не работает. Может, гранату стоит кинуть? Так, извиняюсь, я немножко могу похрипывать, потому что я все еще болею. Встань, Снейк. Это игра? Так легендарная. Оп. Так. Проверяем на своей жопе. Это не сработало. Рационы-то хоть есть? У меня нет рационов. Я все еще похрипываю. Прошу прощения. То, что у меня нет рационов, это вообще нехорошо. Черт, это вообще нехорошо. Давайте возьмем этот ФАМАС. Давайте попробуем вернуться назад. Я на деле не помню, что сзади. Но, по-моему, там все-таки был момент, где можно было найти рацион. А может даже тут где-нибудь? Давайте поглядим. Ты рацион? Нет, не пизжи пулет. Опа. И все. Жалко очень сильно. Я знаю, что в первом Металгире, именно не Солиде, а Металгире, можно было переезжать с помощью машин. С помощью машин на эти. Между зданиями, типа фаст-травела. Тут же машины, честно говоря, несут какой-то развлекательный в основном характер и сок. О, есть! Новая коробка. Последняя. Она имеет на себе надпись этого, да, Snowfield.
здешнюю. Чудесно. Мы похилились. Давайте тогда сейчас пойдем в итоге... Заберем то, что там лежит. Пожертвовал своей жопой. Подорвавшись на мине. Потому что я не знаю, как их разминировать. В чем тут подвох? Давайте, удивите меня. Это Night Vision. Чё, все? Серьезно? Тут просто куча пуль? Сок, ФАМАС, ежи. Ладно, просто куча пуль. Без какого-либо подвоха. Сохранить стилентий. А подождите, во что я играл, чтобы сохраняться? А, в этот... Это меня ваншотнуло, черт. Так вот, в халву же играл, точно. У меня есть еще одна идея. Что я могу с этим сделать? Может быть, эти сработают? Шаф-гранаты? Не уверен, но вдруг. Нет, не работают. Объясните мне, пожалуйста, что мне делать надо, чтобы... Может быть, если я броню надену, то будет легче. О, если я ползу, то я их собираю. Все-таки да, кайф. Это было мега тупо. Ну ладно, погнали, сходим еще в последний кусок. Не, еще один вижу. Во-первых, сюда сходим, где турели. Предварительно кинув шаф-гранату. Как-никак тут целых 2 рациона дважды пожрать. А также сходим сюда. Тут тоже что-то есть, но это, походу, камера. Нет, также турель. О, ракета для Никиты. И сюда. Тут турель, поэтому только один способ. Адекватный. Сок. И проходим дальше. Так, броня. Я, наверное, хочу, во-первых... давайте с PSG попробуем. Чё я туплю? Блин, мне не нравится то, что я хриплю время от времени. Вот вообще не нравится. Тихо. Я уже накосячил. Третья коробка. Ты не будешь сидеть, что будет сидеть, но реально свое. Нифига не слышишь? Ну, да ладно, бывает. Твое присутствие уже приятно. Так, там что-то лежит. И я не вижу, что. Точнее, не могу понять, что. Стан гранаты, окей. До сих пор, кстати, не понял, как они тут работают. Кстати, горячее место. Что? Ладно, пули для сока того не стоят. У меня их и так много. Куда же мне тогда идти? Это лифт? Лифт, который заблочен. Тут ничего не сделать, то есть мне нужно как-то пройти. Скорее всего, также по стеночке.
Одно лишнее движение, и я дедус. Куда вы двинетесь? Вот. Да как так-то? Я даже не знаю, зачем я иду за этими стан-гранатами и пулями. Учитывая, что у меня что того, что другого полно, и я этим не пользуюсь. Так. Так, можно, я думаю, начинать ползти. Страшный пипец. Окей, меня скинуло. А приседать так там можно? Если можно, то окей. Но я уже мучаюсь. Можно приседать. Все, я понял тогда, что надо делать. Отхожу вот так. Сажусь и жду. Во-во-во-во-во-во. И снова туда. Пожалуйста, Снейк, не накосячь. Ну, я же просил. Да уж. Ну ладно. Я уже не люблю это место. Окей, там не рацион упал, я не волнуюсь. Я просто не знаю, я действительно максимально держу стик влево, постепенно, по чуть-чуть сдвигая. Ну, то есть, я вообще не отклоняю стик туда, куда не надо. Так. Пожалуйста, Снейк, я прошу тебя. Так, чел, привет. Пули для сока. Ну, давайте поисследуем. Еще пули для сока. Рацион. Кайф. Опа, там что-то есть. Пули для Фомаса. Возьму его тогда, у меня патронов не так уж и много. Возьму сок. Фомас на какого-нибудь босса оставлю, наверное, тогда. С4. Лифт. Шорткат? Да, просто шорткат. Окей. Найс. Еще внизу вижу, что-то валяется. Скорее всего, какие-нибудь гранаты. Сок. Да, стан гранаты. Опа, тут что-то есть. Ой, как тут жарко. PCG пули. Снаряды для Никиты. Ладно. Что у нас тут? Чую, мы постепенно близимся к концу. О, нет. 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 О
Только не ты. Только не миссия на лифте. Боже, за что мне это наказание? А можно я просто сяду в коробку и проведу там спокойно весь путь? Судя по тому, что у меня тут очень много пуль для ФАМАСа, нельзя. Но кто я буду, если я не попробую? Тык-тык-тык. Ясно. Опа. Так, сразу же надеваю броню. Что у меня по жизни? Нормально. Оп, сразу же беру ФАМАС. И вот эти противники на лифтах, я заметил, они действительно жирнее обычных. Найс. Ух, живой. Рацион и давай коробку. Все, я коробка. Ты, походу, даже рассчитан, есть расчет на то, что я в коробку могу сесть. Не? Все? Ладно. Судя по тому, что джеминг идет, то мы пришли к боссу. А! Кто? Кто? А, вон турель. Шапка-граната. Конечно, казалось бы, куда хуже, но давайте еще мин добавим. Рацион. Шик. Так, давайте-ка я лучше надену детектор мин. А, ну да, точно. Вроде бы все. Еще одна миссия на лифте. Дисгастинг. Вот, вороны. Здорово, Гениус. Здорово. Вороны. Мы приближаемся к Рейвену. Если то, что я сейчас в коробке, мне помогает от этих ворон, то я очень рад. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it.
The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Однако. Так, мы приехали? Да. Ну и давайте снимем коробку. Возьмем КамАЗ. Ну давай, удивляй меня. Что тут у нас? С4. Никита. А что-то мне подсказывает, что это то, чем нам придется сражаться с Рейвеном. Welcome, Cossack. Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck-duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Блин, он офигенный. Так, окей, я вижу, где он. Я думаю, не просто так дали мне Никиту. Ага, он подстреливает ее ракеты, но... Если быть достаточно аккуратным, то я думаю, можно будет успеть.
у нас сзади пострелить. Кстати, что-то валяется. Стингер. Тоже как вариант. Я его не вижу. Я, наверное, пожалею об этом, но я хочу подойти поближе. Привет, Иван Панченко. Здравствуй. Приятно тебя видеть. Давно, да. Куча проблем, всего. Дел. И наконец-таки я могу вернуться в свое русло. Так, хорошо, я знаю, где он. Может попробовать его обойти? О, вот он, вот он. Помилуй! Так, стоп, я не сделал одну важную вещь. Во-первых, надо схомячить рацион, во-вторых, надо надеть бронежилет. Я не уверен, что Стингер мне поможет. С4 тоже. Ага, он так замечает меня. Так, есть. Есть. Да, окей, Никита про отличное оружие против него. Стрелил, зараза. Есть. Есть. Зараза. А! Почему-то больно. Ау. Так, коробка упала. Где-то рацион валяется. Вот, есть. Балдеж. Давай. Чуть-чуть. Там что-то упало? Кстати, рацион есть, вижу. Это очень, на самом деле, интересный босс. Чё тебя свалил? Он тут. Нет, уже не тут. Зараза. Дай дышать. Так. Есть. Сработало. Идем за рационом. Пока что, и как бы то ни звучало, мы даже побеждаем. Если вот так не делать, конечно. Найдешь? Если клеймор поставлю. Есть! Сработало. Дай встать, пожалуйста. Так,
Хорошо, теперь мы знаем, что можно использовать клеймор. Это замечательно. Снейк! Как меня бесит то, что я хриплю время от времени. Боже мой, прям вот раздражает. 6 уровня карточка. Клёвый босс. Клёвый. Очень клёвый. Против него два варианта сражений. Это Никита. И это Климор. С4 не так эффективно. Нужно в итоге просто перекрыть все подходы к себе. Будет. И спокойно стоять с Никитой в руках. Как же это правильно звучит. Казак. Так. Вот поставлю, допустим, тут клеймор. 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 Уже подорвался на чем-то. Все, и стоим где-то там с Никитой, стреляем. Бах. Бабах. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блин. Так, у меня еще остался один клеймор. Давай, Никита, не подведи. У меня есть разум. Есть. Зараза. Никита. Хорошо. Нехорошо. Я не вижу, как он на минах моих подрывается. Хорошо. Замечательно просто бежим. Нет, нет, не стань меня, не стань. Жив. Есть. Что-то упало. Хорошо, он подорвался. Он сейчас еще подорвется. Блин, не сработало, потому что... Invisibility. Тогда план Б, наверное. Давайте С4 использовать. Он тут подорвется сейчас? Или пойдет другим путем. Есть. Плохая идея. Очень плохая идея. Очень плохая идея. Я мертв. Я жив. Живой, 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 живой. Так. Не-не-не-не-не. Даже не сработало. А вот это сработало. Он явно вошел во вторую фазу. Это крайне заметно. Да, это сработало, это сработало. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place.
My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Какой же он офигенный. Просто шикарный антагонист. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Oh, nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway,
We cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Уф. Сюжетный твист на сюжетном твисте. Кстати, я не знаю до сих пор, остались ли тут мины. Не, я не хочу, спасибо большое. Есть ли тут где-нибудь рационы? Никита. А тут вообще больше ничего не осталось. Тогда давайте пойдем назад. Там, где мы дрались с Снайпер Вульф. О, боже, это будет долго. Так вот, пойдем назад, где мы дрались с Снайпер Вульф. Там просто я видел комнату, которая требует 7-й доступ. 7-й уровень доступа. Может, там мы что-нибудь интересное найдем? Тут штураль. Господи, боже мой, зачем это ожидание? Забавно. Тут прогрузка очень такая недалекая. Правый Принглс воняют. Блин, я вообще перестал покупать Принглс, хотя я раньше даже по скидке набрал хотя бы. Скидки набрал хотя бы. Сейчас вообще Принглс не могу брать. В принципе, я никакие чипсы практически не беру уже, потому что... Да что-то везде все пропадало. Прочитал, короче, в итоге из-за дефицита картофеля. Прочитал лалея. Из-за дефицита картофеля в итоге сейчас поставки чипсов очень затруднены. И в итоге, короче говоря, на полках пустует просто практически. Остались только русская картошка, который пенопласт. И какие-нибудь еще мелкие бренды. Ну, условно мелкие. Не которых ты видишь просто 40% полки типа Лейс. Крайне грустно. Зато теперь я понимаю, почему всякие ржаные пшеничные чипсы резко начали появляться. Ну это полный пипец на самом деле, то что картошки не хватает даже на чипсы. Это мне сразу напоминает историю Рейхасгебота. Он же закон о чистоте пива 1000 какого-то лохматого года. Немецкий. Так. Из картохи? Да сколько мне еще рассказывать? Даже если они делаются из крахмала, это все еще картофель. Потому что, о чудо, картофель содержит крахмал. Так, я прячусь. Да как так-то? Это называется, как вы думаете, откуда же получается картофельный крахмал? Да как вы достали меня уже, я иду за рационами, они меня сейчас домашат так, что мне эти рационы просто еще больше нужны будут. Так. Мне все-таки кажется, что поставлять картошку из Беларуси немного невыгодно будет. Как вы меня заколебали, вот честно вам скажу. Ребята. Хотя фиг его знает.
Я ж дебил. Бывает. Где там шапграната еще? Я знаю место, где тут минимум 3 рациона получается. Давайте пройдемся тут. Что? Это... Фига себе. Что? Это собака. Или щенок. Стингермислы. Это щенок. Ну, примерно там, где снайпер Вульф померла. Вот, так, ложимся и поползли. Клей. Тупо клей. Первый рационус. Серьезно, рационами уже просто сложно отхиливаться даже. Так, тут я помню, что ничего особенного не происходит, поэтому просто наберем патронов. И сбоку я помню, где 2 турели, находятся 2 рациона еще. Один с хомячим, другой на потом оставим. Ой. Ну, уже не один с хомячим, один на потом оставим. А с хомячим оба. Не мы такие, жизнь такая. Это еще не та дыра. Вот и нужное. Так, столько предметов, что я уже запутался. Все, найс, почти что фулл хп, главное теперь его не потерять. Famous Last Words. Так, это проход дальше. Это то, где я сейчас был с 3 турелями место. Там находятся всякие мислы для стингера. Туда я сходил, Все, окей, идем обратно. Главное сейчас не помереть. И даже по лицу не получить разок. Сохранись, так у меня автосейвы тут. Тут замечательные автосейвы. Из-за того, что игра комнатная, и ты постоянно переходишь из комнаты в комнату, то у тебя постоянно сейвы происходят. Поэтому как бы я не запариваюсь насчет этого. Оба, что-то выпало. Рацион? Нифига не рацион. Я знаю, где там рацион, но я боюсь туда идти. Поэтому давайте туда сходим. Ладно, я не пойду туда повторно. Я просто не хочу. Терминатора, блин, а я не увидел. Если там реально была, я не увидел. Так, ладно, идем обратно. Лакус. Как его зовут? Уга. Так, все, я извиняюсь. Просто кое-что увидел, что крайне меня рассмешило. Где шапка?
Ну ладно, одну маленькую маслинку не страшно поймать. Если я правильно помню, то тут где-то лежит рацион. Ах да, точно, но также и мина. Ну, доберем сейчас мин. Может, поможет. Чё? Блин, классно. Точнее, нет, не классно, нифига, но очень удобно то, что тут ты спокойно можешь всех убивать, потому что даже во втором Metal Gear Solid тебе уже желательно пользоваться оружием с снотворным, оглушающим, со снотворным и так далее. Очень долго. Дайте еще одну. Все равно я их не использую почти. Бабах, 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 бабах. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, хорошо. Давайте возьмем АМАЗ и погнали. Идем дальше по сюжету. Почти выпил алкоголь, это плохо. Что это? Шаф гранаты. Я даже вижу, зачем тут шаф гранат столько. Пипец. Бывает. Бежим, 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 бежим. Сам. А я не пью почти. Так, хорошо, этот ужас, страх и ужас мы прошли. О, я вижу комнату с металгиром. Вот он, наш дорогой. Сколько я пива купил, когда из больницы вышел? Банку крика. Это она пьет, да. Вот он, Metal Gear. Metal Gear. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? Ничего I страшного, Паш. overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but Переподключение успешно. Сейчас должно сработать все. Да, все, окей. Окей, так. Раз. Гычинатор. Все, окей. Стрим идет. Я не знаю, почему это произошло. Нам бы не помешало умереть. Спасибо. Спасибо, носочек, спасибо. А чё у меня жизнь-то мигает? Во, ты знаешь, чем что меня бьет? Да, найс. Убей меня. Чё ты такая бесполезная, турель? Она настолько бесполезна, что она не может по мне попасть стоящему на месте. Finally. Понимаете, мне нужно байтить турель на выстрелы и самому под них подходить, чтобы она по мне попала.
Я уж думал, бесполезнее меня нет ничего, но... Нашелся новый кандидат на премию бесполезности 2022. Серьезно, это не смешно. Так, почему я все это делал? Потому что звонок от окона пропустили. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Окей. Звук умирающего Снейка сейчас должен был прозвучать просто. Так, ладно. ФАМАС. А, вижу, ХП потихоньку уменьшается. Ну, рацион. А, вроде ничего путевого не было. Да, там ничего нет. Тут тоже. Тут тоже, окей. Блин, как в игре 2000 года может быть, или 98-го, я опять забыл, может быть настолько удобное управление на самом деле? Так, окей, поползли. Шар гранаты. Ну тут никого нет, поэтому я бегаю и не боюсь. Что тут? Баночку риса? Нет, пей рис трезвый. Рис надо пить трезвым. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Так. Не войти, не войти. Пуля для ФАМАСа. Просто в рисе такое большое количество вкуса ароматики, что пьяным ты просто пиво, крепкое пиво, и все. Поэтому я и говорю, что рис надо пить трезвым, просто чтобы прочувствовать все вот тонкие нотки, что там есть, потому что это круто. Так, я начинаю кричать. Ой, здорово. Тут все-таки кто-то есть. Who's that noise? Я не понимаю. Про что? Русский имперский стаут. Это стилистика пива. Очень крепкая, выдержанная, плотная, не просто комперский. Так, давай. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? What do you got? Confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else.
What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. Стелс — ядерная боеголовка, которая пускается без топлива. So it can't be detected by any Точка. current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looked like it Здорово, went Локич. better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Окей. Куда дальше? Ага, вижу. Тут я заполз, тут я могу сползти. Я случайно выстрелил. Блин, я так ненавижу болеть, боже мой. Я не ожидал, что я настолько быстро перерасту из состояния «Ура, болеть, можно никуда не идти» в «О нет, болеть, мне будет хреново». А теперь аккуратненько. Да я уже выздоравливаю, спасибо, Логич. Типа у меня осталось немножко хрипоты горловой. И немножко насморка. Ненавижу насморк, ненавижу все, что связано с заложенностью носа, ринитом и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо. Да я уже почти выздоровел. Я же говорю, вот серьезно, я не из-за того, что я аллергик, и у меня жутчайшая аллергия каждое лето. Я Что это? Джесепт? Да. Он пыльный? Почему на нем пыль? Где ты его нашла? Ладно. Не. Да и все со мной нормально. Ни хрена непонятно. Ну и в общем-то вот.
А из-за того, что я аллергик, у меня каждое лето адовое количество соплей, адовое количество чихания, зуда и так далее. Для меня все, что связано с этим, это лютейшее ПТСД, и мне прям плохо. То есть я его подстрелил, а он такой, ай, и все. Ух, файнали. Че выплохать? Пули фамасовские. Камон. Snake, did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Окей. Все, вроде больше никого нет. Башка металгира. Жалко, заранее все 4 нельзя заложить туда. Опа. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? Liquid. There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye. It killed Octopus and the Armstech president. Опа. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted.
Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Galukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome Soldier's brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! Нет! Нет! Key fell in the drainage ditch. Snake, this is bulletproof glass. Почему она так There's no звучала? way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Ah, shit, here we go again.
Стоп. Так, ФАМАС, оп. И... Аккуратно идем. Я хочу спать. Да иди спать, Паш, все нормально, успокойся. Ложись спать, ничего страшного. Всегда можно посмотреть в записи. Мне тоже будет очень приятно, если вы сможете посмотреть записи и посмотрите. А также поставите лайк, нажмите на колокольчик и напишите осмысленный комментарий больше 5 слов. Извиняюсь. Поплавило немножко. Ненавижу. Болеть. Так, в дренаже находится наша карточка. Вот только где? Вот одно мне интересно. Почему меня дамажит тут? Вода отравлена. О, нашел. Отравленная, я не знаю, холодная или что. От гипотермии меня костюм защищает. Очень странно. Тыдын. Блин, там солдат. Ну, сейчас я попробую догнать быстрее, чем он развернется, чтобы вот так сделать. Найс. Хорошо. Он оглушен. Все, шик. Даже чипсы в сухомятку было плохой идеей. Я ем чипсы только в сухомятку в основном, поэтому... Finally. Так, они свалили отсюда. Шаф-граната? Или так попробовать? Эта камера не двигается, потому что шаф-граната. Так, палки. Палки. Ага. Первая карточка есть. Так, синяя. Идем в холодную. Окей, тут даже прямо рассказывают тебе, как все делать. Ну как бы твини-твин. Твини-твин. Блин, да ты издеваешься. Я, кстати говоря, реально не помню. По сути, у нас две холодные локации. Это битва со Снайпер Вульф и холодильник, где мы бились с этим, с шаманом Рейвеном. И холодильник, мне кажется, более адекватным вариантом, поэтому мы идем туда. Но я не помню, насколько он далеко, кстати говоря.
Блин, но нам придется вернуться в горячую локацию, что очень неприятно. Сраный бэктрекинг ненавижу. Сейчас еще ведь через кучу этих придется пройти. Турелик. Осторожненько, тихонько. Побежали, 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 побежали. Рациона, к сожалению, нет. Шапгранат тоже. Разочарование. Полки. И что мне с тобой делать? Давай я тут побегаю. Не, ну определенно в холодильнике холодно. Я не понимаю. Гениус, ты не помнишь случаем, что делать надо? Потому что я знаю, что нужно заморозить, да, что тут. Но как? Что? Если дважды нажать на Y, то можно от первого лица играть. Вау. The more you know. О, найс, все, окей, она сама замораживается. Так, я ору. Ну пойдем. Шаф гранаты, шаф гранаты, шаф гранаты, шаф гранаты. Боже, я уже, честно говоря, возненавидел это место, потому что мы сейчас вернулись назад. Потом идем опять вперед. Ползем по 4 лестницам. Проходим через одного противника. Активируем карточку. Идем еще более назад. Потом идем опять вперед. Ползем по 3 лестницам. Убиваем одного противника. Активируем карточку. Бэктрекинг. Офигеть, тут даже какая стрельба от первого лица есть. Вау! Блин, это же круто, очень. FPS на первой плойке. Да, да. Я просто представляю, насколько сильно эта игра была шикарной в свое время. Она сейчас-то офигенно с таким сюжетом. И типа я представляю, насколько прорывом в итоге стал второй Metal Gear Solid. Учитывая, сколько там мелких деталей всяких. И также... Опять же, это и FPS вполне себе был. Механики типа CQC этого. Ну тут CQC, конечно, и тут есть, но там гораздо интереснее. Там захват можно взять.
опрокинуть противника там и так далее, подойти к нему с пистолетом сзади, сказать руки вверх и так далее. То есть уже огромные какие возможности. И это только часть того, что добавили. И это PS2. Я пробовал играть, кстати говоря, в первый Monster Hunter, самый первый. И просто хочу немножко поделиться мнением. Я смотрел Monster Hunter World, чуть-чуть совсем играл, ох, чуть-чуть совсем играл. Смотрел много Monster Hunter World, сейчас около 8 часов геймплея Monster Hunter Rise. И я хочу сказать одно. Если бы не PS2, старое время, то есть ограниченный функционал, то фактически игра уже так же и выглядела бы. То есть Monster Hunter World от самого первого условного Monster Hunter отличает только там какой-нибудь баланс, новизна и так далее. Все равно все остается тем же самым. Механика заточки, еды, боевки и так далее. Это ж, блин, шикарно просто. Так, тут там ФАМАС понадобится. Ходит уже. Так, сейчас идем максимально на сзади. О, нам нужно будет пройти 2 странных лифта. А потом обратно 2 странных лифта. Давайте покидаем гранат, что ли. Ей! О боже, это ПНГ взрыв. Тут у граната прям физика есть. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? Fox Dye. No. Fox Dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't Nanomachines. questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Вот так вот. Фокс Дай, короче, еще у нас тут появился. Близится конец игры. Новый сюжетный поворот. Ой.
Так, тут у нас сидит турелька. Кстати говоря, могу ли я... Что, серьезно могу? Вау! Я стингером могу ломать турели? Вау! Вау! Все, извиняюсь. А, да, точно, еще один лифт. Тык-тык-тык. Здравствуйте, мои дорогие. Я такой радостный. Блин, да я очень сильно люблю металгир, я очень сильно люблю стримить, я очень сильно люблю себя нормально чувствовать, морально и физически. И все эти три вещи сейчас со мной происходят, поэтому я чаще я доволен. Смотреть скрины Зена в Black Mesa не спойлером сюжета, да. Потому что то, как выглядит Зен в Black Mesa, это просто отдельный, мать его, вид искусства. Так, тут у нас самое жаркое место. Давайте схомячим рациончик. Зен в Black Mesa крайне красивейшая вещь. Ой, там что-то есть. Давайте зайдем сюда, почему нет? Где мой стингер? Да, кстати, это не просто FPS-шутер в 2000 году с глубоким сюжетом и так далее. Тут еще офигенно реализована механика стрельбы из ракетницы от первого лица. Напомню, опять же, 2000 году. Когда она не была стратегией. Ой, какая милота. Ну да, Зен жутчайше красивый, когда ты первый раз его видишь. Как это забавно, то что тут реально просто можно играть от первого лица фактически. Да, эти две игры вполне себе революционны. Ну, насчет похожей не знаю, но по сути своей, то что да, они обе показали, что шутеры могут иметь сюжет и так далее. И типа, это не тупо тир, а что-то большее. И игры это что-то большее, и да. Я вспоминаю рассказы вообще, например, о Думе, когда то, что он распространился, в каждом чуть ли не офисе был этот самый Doom, и просто весь интернет ложился, когда выходил на него патч, потому что всем офисам качали и так далее. Привет, Мишкин, дела? Давно не виделись. Кто? Ух ты, я доехал. Доехал. Так. Турель снова ожила. Кто-то ее починил. Я надеюсь, меня перед финальной битвой хотя бы похилят. Но по сути тут есть рацион. Давайте сползаем. Да, учитывая, что мины тут отреспаунились, значит и рацион должен быть. Клей. Нет, рациона... есть, окей, фух. Ням. Осторожненько отползаем.
Поехали вниз. Турон. Турон. Не грызи ногти. Ай. И помни. Ладно, я, пожалуй, не буду этого делать. Боже, это шикарно. Ну давай. Snake, can you hear me? О, It's Наоми. Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes. But not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi, I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body.
Box dye contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox dye. Huh? You weren't? You were injected with Fox dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Охрененный диалог. Обожаю его. Так, Сириус Сэма вряд ли буду, потому что не очень моя игра. Откуда вороны? Вороны, потому что тут был шаман Рейвен, который ворон. Капец, сюжет, да. Даже сама идея вируса, который является оружием атакующей цели, которых ты задал, и он сканирует их на уровне ДНК. Это просто охрененно. Да. Да, и еще раз, да, охрененный сюжет. Боже, я будто в первый раз это смотрю, это так классно. Столько всего за один диалог. Самое классное, что второй Metal Gear получше даже. Solid. Вот, шутки шутками, но я правда теперь понимаю, почему говорят Кодзима гений. Потому что такую хрень создать, ну как? Конечно, да, еще Йоджи Шинкава в эту руку приложил, но все равно генеральный директор от Кодзима был. Ух. Я что-то так давно не стримил, что я забыл свои планы уже на самом деле, кроме костылеваний. DLC халвы. DLC халвы попробовать второй Metal Gear Solid, если он есть именно портированный на ПК, потому что вроде бы был. Не просто так уже сколько лет хотят сделать кино по Metal Gear, потому что, ну действительно, не просто так Кодзима в своем эссе-книге говорит, что я на 80% состою из фильмов. Потому что, ну действительно. Оу, черт. А я могу заюзать эту штуку, пока
Нет? Ну ладно. Я подожду. Я рацион выбрал. Глаза. Не, все, пока я не сдохну, она будет с газом. Да. Вот. Snake! Snake! Карточка нужного цвета? Нужного. Вот оно, настоящее интерактивное кино. Где ты не просто рандомно какие-то яшки жмешь. Так, окей, третий код есть. It took us like a damn fiddle. I deactivated it. Thank you, Snake. Oh, Now the да. detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine. To me, their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? What the? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to Me, dear brother. brother. Liquid. How the... You've served your purpose. You may die now. И что делать? Так, давайте скамить шорцом. Может, шов-граната?
Да уж. Нет, на самом деле офигеннейший сюжетный твист. Особенно если ты часто разговариваешь по кодеку со всеми. О, рацион. И что мне делать? Просто переждать или что? Так, камера меня не видит. Эта камера тоже меня не видит. Я на всякий случай еще одну шаф-гранату кину. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Так он. Не можешь сломать его обычным оружием. Ну... Обычным оружием, так обычным оружием. Но у меня есть стингер. Не сработало. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Найс, спасибо, Атакон. Ух. Так, я беру ФАМАС, я беру бронежилет. Снейк. Ой, Ликвид. Ликвид! Liquid! Snake! Снейк. Did you like My sunglasses. You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into Тогда, contact Ганс. with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox die? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, Oh, здорово, Кекс. and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes.
Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah! Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. How do I stop it? Погнали ломать Metal Gear. Так, первым делом надо будет позвонить Атакону. Он лучше всех этим станет. Атакон. У меня тут проблемка. Snake, Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Rex uses the latest advances in compound armor. The only way you can pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors, do you see that round plate on Rex's left arm? Ага. That thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded. Yeah, try to hit that radome with a Stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks Oh, like a great. brick is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First I destroy the radome. That will force him to open up the pilot's seat. Right. If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. People just aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. The only one out of common. Это сволочь. Так, и что ты будешь делать? Мне нужен стингер. Я надену, наверное, броню. Вот, вон ту фигню нам надо уничтожить сверху. Щит. Ракета прям перед лицом зависла.
Character flow, да, это крайне забавно на самом деле. Та-та-та-та-ра. Ой, я сдох. Ой. Блин, character flow это очень забавно, да, звучит у металгира. Тын-тын-тын-тын, тын-тын-тын. Ладно, это будет куда сложнее. Давайте на всякий случай поговорю с атаконом еще раз. Просто проскипаю диалог. Чтобы на всякий случай. Это, кстати, другая версия этого трека. Так, пока он не стреляет. О, да, у Metal Gear же есть функция орания. Да как мне тут дожить? А, вот. Нет, я не понимаю, как. I do know. Ну типа да. Не, реально это имеет смысл, то что нужен character flow, ибо если реально произойдет какая-то фигня, то нужно этим character flow воспользоваться будет определенно. Блин, это будет сложно. Я не понимаю, как дожить его ракеты. Снейк! Щит. Не один ты можешь стрелять ракетами. Не, ладно, это тоже бред. Я не понимаю. Просто, понимаешь, в чем суть? Просто представь себе неуязвимую машину, которая может скрытно стрелять ядерными боеголовками. Что за дышание? Я не понимаю. Ну, типа да, вот прям как Карс, но... Вот и проблема. Неуязвимость — это имбаланс. Смысл. Походу так и придется.
Ладно. Дерговать тоже не вариант. Вот я и хочу сейчас как раз попробовать прямо под ним стоять. Угу. Вот что будет, если стоять прямо под ним. Да блин. Чё ж ты такой лютый? Как мне тебя доджить, чел? Пожалуйста, остановись. Есть идея. Нет идей. Походу, просто максимально закибербулил. Так. А как мне доджить эти гребаные ракеты? Я просто не понимаю. Но я понял одну важную вещь. Когда он стреляет пулями, его проще всего атаковать. Я понятия не имею, как я сейчас это задоджил, но я задоджил. А вот это я имею понятие, как я задоджил. А почему? Так, у него крайне мало хп. Вторая фаза. Так, есть. Есть! Я повредил ему радар.
I'll send you back to hell! Металгир лучшее аниме. Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as her brother. Fox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister. But every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Cornered fox is more dangerous than a jackal. Destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now! In front of you! Давай! Finally die! No good. After Zanzibar, I was taken from the battle. Neither truly alive nor truly dead. Я не могу переключить. Dying shadow in a world of light. But soon, Good. I can't do it. soon, it will finally end. Я не могу. Как так-то? Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Foolish man! He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Ну погнали. Родом Снейк откуда? Великобритания вроде бы. Именно родился в Великобритании. По-моему. Вырос он точно там. Ликвид вырос в основном
воюя, гуляя, 12 лет возглавляя детей военных в Афганистане. Ой, в Афганистане. В Южной Африке, в Афганистане. Нет. Он все равно слишком долго жил в Америке, по-моему, чтобы так говорить. Тупой металгир. Вы даже не представляете, как я сейчас напряжен. Есть! Crush you into dust. Мы сломали Metal Gear. Sleeping late as usual. A snake. Liquid. You're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things are different now. With all the lies and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue Я to знал, что ты это follow напишешь. your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I
watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. Les enfants terribles. Terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's Непридавимый uterus. сок. Кстати, дай, Later пожалуйста. intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. Субтитры — это миф. Genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. Во время этой катсцены я успел открыть сок, который стоял у меня 2 дня, налить его, насладиться им, попить, поговорить с Леей, закрыть дверь, которую открыл кот, и все, еще катсцены идет. Я люблю Metal Gear. Human experiments. 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur,
That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl! Is she alive? Oh. I'm not sure. Oh. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Jeez. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry.
we've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the genome army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. I see. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. 3 минуты. If you win, you might still be able to save her. Ну, погнали. You could enjoy one brief moment. А можно, пожалуйста, мне не избивать его, не пока он говорит? If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Have at you, Snake. Неплохо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. What's wrong, Snake? What's wrong, Snake? Да почему он иногда дается себя атаковать? Окей, я понял. Nice shot. Блин. Он еще и во вторую фазу перешел, а у меня ничего нет, да, естественно. Это сложно, да. Ну ладно, я понял, как хотя бы против его первой фазы сражаться. Жесть. Have at you, Snake. Хорош. Хорош.
Я упал. Ой, я его даже пнуть смог. What's wrong, Snake? Better hurry. It's going to blow. Nice shot. Так, что с FPS? Так, третья фаза. А, я упал. То есть больше, чем дали твердого. А вот так вот. Ну а чё? Это самым сильным, что ли, мне быть? Дисбаланс? What's wrong, Snake? Серьезно, это босс, у которого как минимум 3 фазы. Падай. Падай, гнида. Он еще и пинает меня головой. Пипец. А, что с FPS? Почему он так падает? Вау. Неплохо. Have at you, Snake. Где? О. Это сейчас что было? Вот это вот сейчас для меня самое сложное, это целиться, блин, милишкой. Да хорош. What's wrong, Snake? What's wrong, Snake? Nice shot. Big shot. Тупо. You're out of time. Так, да. Нет, он все, он Liquid Snake тоже. Better hurry. It's going to blow. Семейные ссоры, чего сказать. You're out of time. Типичная драка братьев. Hurry. Почему, когда я его пинаю с этим? You're out of time. Пипец. Чего ж так сложно-то, а? Давай, рывок. Я вообще этого не ожидал. Пипец. Какой он сложный. Have at you, Snake. Это очень круто было.
Хорош. Это сильнее металла. Блин, на самом деле это офигенно. Ты реально не ожидаешь атаку от лежачего противника, а тут он возьмет реально и встанет, и во время того, как встает, он нанесет тебе атаку. Это ж круто. У него, короче, минимум 5 фаз. Чё ж ты такой лютый-то, а? Пока он встает, можно нос почесать успеть. И? Что? У него просто добавилось еще хп? Все, на этот раз точно не получилось. Я его еще и скинул. А, ну видимо на это и был расчет. Фу. Meryl. Meryl? Snake, is that you? Snake, oh, you're alive. Thank God. Meryl. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. That's my Kodak. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too.
What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But Unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon. This is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Какой же Отакон охрененный персонаж. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Ей? Meryl. Мир истинных мужчин. Meryl. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hurry! Looking good, Snake. Мир гигачадов, я не знаю. Hurry! Рацион! Окей, предметов у меня нет, у меня есть жрачка. I'll drive. Damn, a surveillance camera. Surveillance camera. Damn, no keys. All right, keys. I got it, Snake. Jump in. Подожди, меня избивают. Что-то со сторонним взглядом, вот это действительно. Fire that machine gun with your weapon button. Shoot him, Snake. Snake, hold on. Найс. Вау, прям динамика. Я знаю, короче, что, кстати, если есть второй контроллер, и он подключен к PS, то в этом месте ты можешь контролировать противников. Snake, clear a path. Okay, Snake, let's go. We're not out of the woods yet. Here they come. We'll never make it. Snake, clear a path. Ну что ж за гадство-то? You did it, Snake. Чего ж мне делают так больно? Я же сейчас помру.
Not yet, Snake. It's not over yet. Liquid. Нет. Нет, я сдох. И чё, с какого момента мне я буду? И сколько хп? Серьезно, аж отсюда? I'll drive. Damn, a surveillance camera. Damn, no keys. All right, keys. I got it, Snake. Jump in. Fire that machine gun with your weapon button. Shoot him, Snake. Hold on. Поехали. ХП гораздо больше, чем хотелось бы. Чем в прошлый раз. Сейчас буду сразу стрелять налево, чтобы подорвать. Uh-oh, Snake. Checkpoint. Here they come. We'll never make it. Snake, clear a path. Найс. Okay, Snake, let's go. We're not out of the woods yet. Here they come. We'll never make it. Snake, clear a path. Так, окей, комментарий. У меня половина хп. Я думаю, ликвида смогу пережить. Может, потом мне даже дадут похилиться. That's Snake. It's not over yet. Liquid! Так, один раз я от него маслину поймал. А сколько можно? Ай. Блин, нет, я не хочу начинать заново, пожалуйста, нет. Ну что я тут должен был делать? Ай. Я ужаснейшее уже хочу закончить, но я понимаю, что все это финал. И мне приходится просто терпеть. I'll drive. Damn, a surveillance camera. Damn, no keys. All right, keys. I got it, Snake. Jump in. Fire that machine gun with your weapon. Snake, hold on. Хорошо. Больше половины хп даже уехали.
Snake, check. Here they come! We'll never make it. Snake, clear a path. Okay, Хорошо. Snake, let's go. We're not out of the woods yet. Here they come! We'll never make it. Snake, clear a path. Окей. Did it, Snake? Больше половины хп. Я могу засейвиться, интересно? Не, я даже не могу. Yet, Snake! It's not over It's yet. not over yet! Liquid! Может, от первого лица проще будет. Ну да, проще на самом деле. Проблема в том, что мы просто обмениваем сейчас выстрелами. Так. Да ладно. Я смог? Боже. Meryl, are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! Snake! If he's dead, that means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was
was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry, I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. What? He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything.
Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. Да, должен был. Но генетический код в итоге отличается. Humans can choose the type of life they want to live. Snake. Он должен был быть распространителем, а после сам сдохнуть. Во. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. Да. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. Нет, не только ликвида, но в итоге просто она не ожидала, что гены-то разные. David. My name's David. Да. Okay. Дэвид. So where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. В 1980-м больше 60 тысяч ядерных боеголовок оставались в мире, которые были в сумме разрушительной, как 60 тысяч бомб, спрошенных на Хиросиму. В январе 1993-го Стар-2 подписал... Я не успеваю. Короче говоря, был подписан договор об уменьшении ядерных боеголовок, однако в 1998-м все еще осталось 26 тысяч. Был подписан договор об уменьшении, там, по-моему, до 6 или 8 тысяч, однако на весь мир в итоге оставалось 26.
охрененная игра. Я просто не понимаю, как в конце 90-х можно было сделать настолько глубокую вещь, ну вот серьезно. Жесть. Очень классно. Японцы, что с них взять? О, 2D мап-дизайн Кодзима, вау. В общем, да. Игра просто великолепна. Я могу скипнуть титры? Да. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life. And then live. Metal Gear Solid. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one. Solid. What Solidus. should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye. Mr. President. Короче говоря, нас направляют ко второй части. Но на это мы будем смотреть потом. Очки, вау. Normal playtime 10 часов. Continue 85 times, being found 74 times, enemies 90 kill, рацион 121, игуана, special items пандана. Вау. Так, это что такое? А? Она перезапустила игру? Короче, понятно. В общем, спасибо всем огромное, что вы были. Спасибо всем огромное, кто смотрел Metal Gear весь, потому что игра просто божественная, я не знаю, это шикарно. Спасибо всем огромное. Спасибо Кодзиме за эту игру. Просто шикарно. Удачи, ребят. Давайте.